Итак, в Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Только что, буквально 30 секунд назад, диктор объявил, что начинается технический перерыв. Но у нас перерывов нет, потому что есть что обсуждать. Ань, позади две разминки у мужчин, короткие программы. Твои первые впечатления? Я думаю, что справедливо будет начать с самого начала этих соревнований. Матвей Ветлугин, как он открыл соревнования и на какой высокой планке. Давно, я думаю, мы ждали от Матвея таких прокатов, потому что все мы любим его программы, его презентацию, скольжение. Но вот именно прыжки, стабильность — это то, что всегда хочется увидеть. И сегодня это было и четверной флип, и каскад Луци Ридбергер, и тройной аксель, довольно коварный прыжок. Сегодня он все сделал, очень долго держался на этой заветной первой строчке. Поэтому, конечно, очень яркое впечатление произвел сразу с самого начала соревнований. Андрей Мазалев, который сейчас лидирует, ну, это определенно тоже то, чего мы все так долго ждали, потому что Андрей как раз, я думаю, множество болельщиков у него здесь, именно в Питере, родной его город, где он тренировался очень долгое время. Сейчас, конечно, тренируется в штабе Этельгюрген Тутберидзе, но этот прокат, я думаю, тоже именно то, чего все ждали. Ну, для меня, если честно, Мазалев является загадкой, потому что так же, как и Матвей Ветлугин, также заставляют нас каждый раз надеяться, что вот сейчас, но этого не происходит. Сегодня у одного и у другого это получилось. Но у нас есть, уважаемые зрители, есть те слова, которыми он поделился. Кто он? Андрей Мазалев, лидер на данный момент после исполнения короткой программы. Итак, внимание. Андрей, мои поздравления. Ну, крут. Мы с вами давно знакомы, вы знаете, что я вас запереживаю, и я очень рад сегодня. Вы знаете, если бы как в компьютерных играх можно было бы какое-то заклинание на стабильность применить, то вот зафиксируйте, пожалуйста, вот эту стабильность сейчас. Какие у самого ощущения? Почему раньше так нельзя было? Спасибо большое за поздравления. Мне очень приятно. Ощущения... Почему так раньше нельзя было? Все постепенно, шаг за шагом. Как я вышел с короткой программы в Омске, я без одного откатал короткую. Мне Даниил Маршик сказал, что в Красноярске без двух, в Омске без одного, значит, на чемпионате чисто должно быть. А на чем больше всего были сконцентрированы сегодня? Как минимум, это на первом элементе, потому что тяжелее всего это начать, вот, дальше уже проще. Но концентрировался, конечно, на каждый элемент и на вращение старался додерживать все позиции, обороты и так далее. А я вот сейчас задумался, а может быть, эмоционально Санкт-Петербург помог в возвращении в родной город? Как вам здесь сегодня было выступать? Конечно. Я обожаю, во-первых, это мой родной город, во-вторых, юбилейная, очень уютная арена, мне очень здесь нравится. Каждый раз, когда здесь выступаю, я получаю неимоверное удовольствие. Какую задачу для себя на произвольную программу хочется поставить? И еще раз прошу, как удержать вот этот настрой, эту форму? Ну, я стараюсь не думать ни о чем. Вот старался сейчас тоже выходить, вообще отключиться, представить, что я на тренировке. Задача на произвольную программу. Хорошо, чисто, в удовольствие, не знаю, откатать эту программу. Уж кто сейчас самые счастливые люди, я думаю, что это те, кто болел за вас на трибунах, ваши родные, друзья, близкие и вообще ваши болельщики. Вот ваши болельщики в течение сезона про вас писали: Андрей, пожалуйста, катайся для нас, и тогда у тебя все получится. Давай, наверное, будет справедливо пару слов болельщикам сказать, которые так долго тебя поддерживают и переживают за тебя. Да, извините, в горле запершило. Да, я очень благодарен своим болельщикам. Даже после неудачных стартов они мне пишут, поддерживают меня. И, конечно, это очень сильно помогает. Это и мотивирует и дальше работать, и выступать, и совершенствоваться. Я и для этого начал, так сказать, вести свои соцсети более активно, чтобы вот держать как раз эту связь с моими фанатами. Я вам желаю, чтобы произвольная программа прошла чисто, уверенно и хорошо. Спасибо большое. Спасибо.
Это были первые впечатления от человека, который на данный момент занимает лидирующую позицию, Андрей Мазалев. Удивительные слова он произнес. Ань, как тебе вот такой тест? Я просто вышел и решил не думать ни о чем. Просто абстрагировался. И еще очень смешно прозвучало на одном из этапов без двух, на другом этапе без одного. А значит, следующий турнир, а, собственно, следующий турнир — это чемпионат России, чистый прокат. Удивительно. Ну, радостно, что именно такая тенденция идет у Андрея, что он как-то находит этот правильный ключик, подход к себе, к чистым прокатам, потому что есть у него все, и скольжение, и зажигательные программы. И сегодня, мне кажется, что зал просто был в восторге от того, как он катался, и хотелось бы почаще видеть от Андрея такие прокаты. Радостно, что именно чемпионат России случился тем местом и тем временем, когда Андрей показал это в короткой программе. Но вы знаете, есть спортсмены, у которых, когда что-то не получается, они не сильно отличаются от своей же копии, у которой все хорошо. Но вот у Матвея Ветлугина, ну и в том числе у Андрея Мазалева, эта разница колоссальна. Если что-то идет не так, то это совсем практически равно провалу. Но сегодня, возможно, Матвей Ветлугин также абстрагировался от всего. И все хорошо получилось. Давайте сейчас послушаем, что он нам сообщил, нам поведал, а дальше поговорим о нем и о его выступлении. Матвей, во-первых, я очень рад вас видеть, и я вас поздравляю с лучшим прокатом в сезоне. Вроде за плечами у вас уже 3 чемпионата России, до этого это 4-й, но постоянно, к сожалению, где-то чего-то не хватало, поэтому сегодня отрадно видеть качественный, достойный прокат. Ну, как вы сами его Я могу оцените? сказать, что на своем первом чемпионате России дебютном тоже я выполнил все необходимые технические элементы, поэтому короткую не впервой катать на неплохой для себя результат. Давайте выдохнем. Завтра для этого есть день, для того, чтобы в произвольной тоже, наконец, суметь показать то, над чем работали. Сложна ли психологически и эмоционально роль того, кто открывает чемпионат и задает тон всему чемпионату? Да, я думаю, я все эмоции оставил в позавчерашнем дне, вытащив этот номер, уже сделав все выводы, все мысли, прогнав о том, как я буду катать. Поэтому я в голове не крутил уже, как на меня будет влиять стартовый номер. А расскажите чуть подробнее про техническую составляющую, про элементы, каким вы довольны больше всего, и недокрут вроде вам поставили на любимом вашем К сожалению, Лутц Ридберге. недокрут, который ушел в нули. Ну, легкий минус, там, по-моему, 2 или 3 судьи, наверное, отминусовали. 3-3, наверное, у нас же 9 их. Вот. Что говорит о том, что он был в неплохой плюсовой зоне до выставления знака. Я могу отметить флип, который вообще не получался ни на утренней тренировке, ни на разминке. На 6-минутный я его так и не сделал. И он получился, я считаю, успешно, как минимум в срезе того, как он получался сегодня, и как максимум в целом он неплохой был, без знаков. Ни на отрыве, ни на приземлении, на плюс 3 балла, по-моему, надбавки, насколько я успел запомнить. Чемпионат России проходит в юбилейном, родной город, родной такой лед. Особенные ли это трепетные чувства для вас здесь, когда выступаете? Ой, наверное, сложно ответить однозначно на этот вопрос, потому что, с одной стороны, все привычно, знаешь все места там какие-то, где... Можно, например, почувствовать себя здесь посвободнее, без камер, без лишних лиц, где, наоборот, уже привычная нам зона разминок, отдыха, которая изучена уже. С другой стороны, конечно, петербургская публика, она настолько всегда теплая, настолько принимает не только своих, но и вообще всех спортсменов, что, конечно, хочется ее порадовать. Желаю вам спокойствия, желаю вам улучшаться и, конечно, чистого произвольного. Спасибо большое. Наконец-то можно поздравить Матвея Ветлугина с исполнением чистой, короткой программы. Удачи в произволе, тем более тема там очень серьезная, но это уже отдельная история. Сегодня мне хочется также поговорить о 2 других спортсменах. Например, хочется обо всех, но коротенько. Глеб Лутфуллин справился с волнением. Была просадка в начале сезона. Мы видели, как сложно, и как порой даже, помнишь, Ань, вместе сидели, вместе наблюдали, комментировали, как останавливался порой на одном из этапов, по-моему, он проходил в Омске.
Да, у Глеба очень тяжелое было начало сезона. Это было видно из контрольных прокатов, где они вовсе отказались от исполнения ультраси элементов. Дальше на этапах он уже пошел на них, но в основном неудачно складывались прокаты. И вот чемпионат России, в прошлом году он стал серебряным призером именно благодаря своей стабильности, хладнокровности, умении в нужный момент выдать этот чистый прокат без лишних переживаний. И, конечно, мы ждали от него, хоть он был и в первой разминке по рейтингу, да, из-за неудачного начала сезона, мы ждали от него, что он вот вернется заряженным на этот старт, и он очень порадовал своим прокатом, пусть не прям вот совсем безукоризненным, но, тем не менее, это уже тот самый Глеб, который показывал свое чистое катание и который борется за каждый элемент, поэтому, да, его выступление определенно такой хайлайт сегодняшних коротких программ. Несколько слов давай о Макаре Игнатове. Дальше мы вернемся к интервью. Интервью Глеба Лутфуллина. Но просто мне хочется в преддверии новогодних праздников. Как раз заиграла иллюминация в костюме Макара. Как тебе вот это соединение? Плюс короткие программы мужчины, они сопряжены со словом преодоление. Вот сегодня преодолевали вновь. Макар Игнатов — это, наверное, сегодня именно очень смешанные чувства. С одной стороны, очень порадовал, очень впечатлил своим прокатом. Четверной Ридбергер, его коронный прыжок. И дальше, когда он вторым элементом пошел не на каскад 4-3, а на тройной аксель, я уже сразу думаю, ничего себе, каскад 4-3, тулуп-тулуп перенесли во вторую половину программы. То есть даже вот за каждый балл борются в этом усложнении. И это уже впечатлило в тот момент. Но в итоге, конечно, обидная ошибка на этом каскаде, что вот возможно, чуть сил как раз-таки не хватило. Вроде технически был готов. Психологически, мне кажется, абсолютно спокойно выходил на лед. Ну вот, чуть-чуть не хватило его на этот каскад. Это обидно, но, с другой стороны, правда, очень достойный прокат сегодня. Да, ну а сейчас давайте вернемся к Глебу Лутфуллину и небольшое интервью с этим участником. Глеб, вы большой молодец. Поздравляю вас с очень качественным прокатом. Вы знаете, я на вас смотрю и вспоминаю, конечно, прошлогодний чемпионат страны, где вы выступили выдающимся образом. Но очевидно, что при такой колоссальной конкуренции планку держать — это очень сложная задача. Поэтому расскажите, как вы готовились к этому чемпионату и объективно, какие задачи перед собой пытались ставить? Ну, задача была откататься чисто, хоть и все и говорят, но для меня это было действительно важно, потому что предыдущий старт в Омске был не очень удачный. На Пайна я тоже не лучшим образом откатался, и поэтому тут была задача в родных стенах, в своем втором доме, можно так сказать, откататься чисто, откатать короткого чисто. Каким аспектом выполненной программы сегодня больше всего довольны? Потому что если уж к чему-то там и придраться, то выезд не получился, да? Ну, там, на тройном акселе немножко плевнул носом, но тоже рад тому, что я поборолся на выезде, и я не упал, а сделал выезд. Вы начали говорить про домашние стены. В юбилейном мало того, что тут 50 метров до вашего тренировочного катка пройти, так еще и вроде взрослый дебют на чемпионате страны тоже пришелся на юбилейный. Нет. Это был бы мой второй чемпионат России. Но, тем не менее, вы здесь выступали уже на чемпионате России. Да, насколько вам здесь приятно, уютно и трепетно выступать? Ну, домашняя атмосфера. Переодеваюсь в своей раздевалке, где я обычно переодеваюсь. То есть на этом льду мы тоже катаемся. И для меня это уютный такой домашний прокат, но со зрителями. Были ли какие-то поправки в произвольной программе и что сами себе хотите пожелать? Хочу пожелать также бороться и кататься чисто. Поправки были. Не колоссальные, но какие-то изменения в детализации были все-таки. Еще раз спасибо за крутой прокат. Желаем спокойствия и готовиться к произвольной программе. Спасибо большое.